Эдгар Кейси – одна из самых мистических персон за всю историю человечества. Он называл себя целителем, мог видеть будущее и открывал тайны мира. В его жизни было много удивительных событий. Каждый год люди вновь обращаются к его пророчествам и обязательно находят в них пищу для размышлений и вполне конкретные указания на грядущие события. Сегодня я расскажу вам о предсказаниях Эдгара Кейси о будущем России, жизни после смерти, Атлантиде и затоплении Земли. Чаще всего его называли спящим пророком. Именно во сне он видел грядущее и мог отыскивать ответы на сложнейшие вопросы. Практически все его предсказания были записаны в книге считываний. Они и по сей день поражают своей точностью. Теперь пришло время, и нам стоит познакомиться с этой выдающейся личностью. Родился Эдгар в 1877 году в Кентукки. Известно, что в детстве, посещая начальную школу, Эдгар Кейси отличался плохой успеваемостью. Для ребенка, родившегося в 1877 году, это было серьезной проблемой. Методы воспитания, характерные для того времени, допускали использование рукоприкладства. Поэтому неудивительно, что маленького Эдгара регулярно наказывали физически. Преимущественно этим занимался отец. В 9 лет с мальчиком произошел странный случай, о котором позже он поведал в мемуарах. В школе мальчику никак не давалось правописание, и учитель рассказал об этом родителям. Раздосадованный отец принялся объяснять сыну элементарные правила, но тот совершенно ничего не понимал. Окончательно утратив терпение, он ударил Эдгара по уху и так сильно, что мальчик упал со стула. Эдгар потерял сознание и некоторое время приходил в себя. Очнувшись, он услышал голос, который сказал ему: «Если ты поспишь, мы поможем тебе». С тех пор мальчику было достаточно поспать на какой-либо книге или учебнике, чтобы запомнить ее от корки до корки. Когда мальчик закончил 8 классов, семья переехала в город Хопкинсвиль. Там сначала мальчик трудился на ферме у дяди, потом работал в книжном магазине, организовал с отцом бизнес по продаже страховок. Но через какое-то время Эдгар серьезно заболел ларингитом и потерял голос. Пожив около года на содержании родителей, он решил научиться фотографировать и устроился учеником в фотоателье. Ничего не помогало Кейси вернуть голос, пока юноша не попал на прием к гастролирующему гипнотизеру. Он ввел Эдгара в состояние транса, и парень заговорил. Как только сеанс гипноза закончился, голос пропал снова. Гипнотизер не мог заняться лечением, так как должен был ехать с выступлениями в другие города. На помощь юноше пришел местный специалист Эл Лейн. После того, как Лейн ввел его в состояние гипнотического сна, Кейси, говоря о себе во множественном числе «мы», сам себе поставил диагноз – частичный паралич голосовых связок и подсказал гипнотизеру, что нужно увеличить кровоток в горле. Эл Лейн так и поступил, внушив пациенту соответствующую установку. После выхода из транса голос полностью вернулся к Эдгару. После этого случая Кейси и Лейн стали работать вместе. Лейн вводил партнера в транс, и тот безошибочно выдавал диагноз. Через какое-то время они обнаружили, что личное присутствие больного не обязательно. Достаточно было знать имя и точное место текущего пребывания нужного человека. С тех пор они стали практиковать консультации по почте. Интересно, что в состоянии транса Кейси понимал письма от респондентов на любом языке и отвечал на том же. В этот период жизни Эдгар встретил будущую супругу Гертруду Эванс. С ней спящий пророк прожил всю жизнь. В 1907 году в семье родился первенец, сын Хью Лин. Однако вскоре влюбленную пару постигло несчастье. Второй сын родился очень слабым и умер через 6 недель после рождения. В
1912 году он перебирается в Алабаму. Постепенно Эдгар научился самостоятельно входить в транс и прекратил сотрудничество с Лейном. У него появился личный секретарь Глэдис Дэвис, которая записывала все пророчества Кейси, когда тот находился в трансе. В 1923 году его попросили в трансе рассказать о некоторых философских вещах, и Кейси, ко всеобщему изумлению, рассказал о реинкарнации души. Заметим, что на протяжении всей жизни Эдгар был ревностным протестантом, читал лекции в воскресной школе и ежедневно читал Библию. И наяву никогда не разделял теорию реинкарнации, так как она противоречила христианской модели мира. К 1925 году Кейси окончательно стал профессиональным экстрасенсом. У него был постоянный штат сотрудников. Пророчества, которые он давал в то время, касались в основном оккультной тематики и стали далеки от практической стороны жизни. В 1931 году он основывает Ассоциацию исследования и просвещения и открывает собственный госпиталь. Умер спящий пророк Эдгар Кейси 3 января 1945 года, когда ему исполнилось 67 лет, и был похоронен на родине, в Хопкинсвилле. О своей смерти он тоже писал заранее. В 5 вечера я вылечусь окончательно. Вылечусь от того, чтобы быть кем-то другим. Эдгар Кейси за свою жизнь сделал множество правдивых предсказаний о будущем, поставил тысячи правильных диагнозов людям, потерявшим надежду. Вся его работа была задокументирована и подтверждена свидетельствами очевидцев и профессиональных медиков. Давайте, наконец, перейдем к предсказаниям Эдгара Кейси. Большая часть его заслуг заключается в его медицинском даре. Более 70% его пророчеств касались состояния пациентов. Современники так и не смогли понять, каким образом он давал диагноз и подбирал лечение. Однако за время практики тысячи людей смогли почувствовать облегчение и освободиться от множества тяжелых заболеваний. Впрочем, за годы жизни он сделал немало интересных прогнозов, часть которых сбылась, а часть нет. Мы сделали для вас подборку достоверных предсказаний Эдгара Кейси, так как по сети гуляет множество подделок. Тут нужно проверять вводные данные, которые есть в любом оригинальном откровении Кейси. Итак, перейдем к сбывшимся прогнозам. Кейси предсказал дату начала и завершения Первой мировой войны, вплоть до конкретных лет. Это период с 1914 года по 1918 год. Также Кейси предсказал начало Второй мировой войны, хотя ошибся со стороной, которая одержит победу. Следующее предсказание касалось экономического кризиса в США в период с 1929 года по 1933 год. Также Кейси предсказал распад Советского Союза и разделение его на отдельные независимые государства. Ошибочные прогнозы Кейси. Критики справедливо отмечают, что его прогнозы исполнялись далеко не всегда. Вот некоторые из пророчеств, которые не сбылись в назначенный срок. Первым таким прогнозом, ошибочным прогнозом, была победа Третьего рейха и объединение европейских стран в единое демократическое государство. Как всем известно, Третий рейх потерпел поражение. Второе предсказание было о гражданской войне в Китае в конце 1940 года. И эта гражданская война в Китае должна была привести к смене власти и установлению демократического строя. Ну, чего не случилось, как все мы тоже знаем. Еще одно какое-то совсем невероятное пророчество, которое, конечно же, тоже не сбылось, это возвращение Атлантиды со дна Атлантического океана. И возвращение Атлантиды Кейси предрекал в 1968 году. То есть, что Атлантида должна подняться
со дна океана в 1968 году, чего, конечно же, не случилось. Еще одно несбывшееся пророчество – это восстановление распавшегося СССР в 2010 году, чего тоже не случилось. И еще одно несбывшееся пророчество – это глобальное повышение уровня Мирового океана в 2012 году, которое навсегда изменит географию всех континентов. Ну, естественно, этого тоже не случилось. Непридуманных и достоверных предсказаний, которые сделал Кейси по России, мне удалось найти всего 4. Все эти предсказания и высказывания его давались в форме вопрос-ответ. И вот первое предсказание, что он говорил о России, было сделано 8 февраля 1932 года. Был задан вопрос, каким должно быть отношение западных стран к России. Ответ Кейси был таков: Россия – это великая религиозная надежда для всего мира. Народы или страны, которые будут в хороших отношениях с Россией, смогут гораздо лучше жить в период изменений, которые коснутся всего мирового порядка. Второе предсказание по России было сделано 24 июня 1938 года. На вопрос, что вы скажете о ситуации в России, Кейси ответил: как мы и говорили ранее, новое понимание придет к ищущим его людям. Там из-за притеснений и снисходительности возникнут другие крайности. Только тогда, когда там установится полная свобода слова и уважение к диктатуре совести, только тогда там прекратятся народные волнения. Третье считывание от Кейси про Россию было записано в 1944 году. Был задан вопрос, что с остальными народами. Кейси ответил: именно из России придет надежда для всего мира. Нет, это будет не коммунизм, это будет настоящая свобода. Каждый будет жить ради каждого. И этот принцип уже зародился в этой стране. Но пройдут еще годы, пока он полностью кристаллизируется. Но годы пройдут, и из России придет надежда на мир, ведомая дружбой. И последнее, четвертое считывание, оно было сделано 29 октября 1932 года. Вопрос: как будет развиваться религия в США? Кейси дает ответ: сейчас это зависит от слишком большого числа людей, чтобы можно было дать точный прогноз. Но изменения грядут скоро, можете в этом не сомневаться. Революция и эволюция религии неминуема. Основа этого учения придет из России. Нет, это не будет коммунизм, а скорее то же самое, чему учил Иисус. Его версия коммунизма. Других достоверных предсказаний о России найти не удалось. Какие выводы можно сделать из этих 4 считываний? Даты событий не указаны. Что должно случиться конкретно, тоже непонятно. Еще один вывод, что Россия станет колыбелью некой религии и одновременно стандартом нового мирового порядка. Покой в нашей стране настанет только при полной победе демократии. Новая религия будет чем-то средним между коммунизмом и христианством. Россия будет своеобразным локомотивом развития, с которым будет выгодно сотрудничать. И Соединенные Штаты и Россия объединятся или вступят в какой-то союз. Также довольно много своих пророчеств Эдгар Кейси посвятил вопросам жизни после смерти. Этих считываний в сети очень много, но в основном они на английском языке. Сейчас я вам приведу наиболее известные из них. Жизнь и смерть – суть одно, и только тот, кто будет рассматривать этот опыт как нечто целое, придет к постижению покоя.
Далеко не все при жизни действительно живет, и не все со смертью действительно умирает. Поймите, что одно это начало следующего. Как дерево падает, так оно и лежит. Так и грядущие жизни несут на себе отпечаток предыдущих. Молитесь о тех, кто ушел из этого мира. Ушедшие в другую Божью дверь прислушиваются к голосам тех, кого они любили. Молитвы помогают найти им путь. Из этих и некоторых других считываний можно сделать такие выводы. Так есть ли смерть? Нет. Тот процесс, который мы считаем смертью, Кейси сравнивал скорее с переездом из одной квартиры в другую или из одного города в другой. Даже когда мы перемещаемся из одного места в другое, мы остаемся собой. И у нас остается возможность общаться с теми, кто нам интересен по телефону и почте. Подобно этому и души умерших на протяжении некоторого времени доступны для общения. Как долго душа находится в этом состоянии? До тех пор, пока не найдет путь к свету или заново не реинкарнируется на Земле. Время там течет совсем по-другому, и мерить его нашими мерками бессмысленно. Как связаться с душами умерших? Проще всего это делать в состоянии транса в результате гипноза или самогипноза. Можно ли помочь душе найти путь к свету? Да, этому неплохо помогают молитвы, хотя многое зависит и от самой души. Как нужно правильно жить? Как можно меньше заботиться о материальной стороне жизни и как можно больше думать о духовной? То, что мы считаем серьезными жизненными проблемами, ничтожная мелочь с точки зрения бессмертной души. Кроме того, нужно следить за своим здоровьем. По мнению Эдгара Кейси, поговорка «в здоровом теле здоровый дух» лучше всего описывает этот принцип. Существуют ли ангелы? Да, существуют. Точнее всего, их можно назвать манифестациями духа, исходящими из единого источника. Они могут оказывать некоторое влияние на материальный мир, помогая вашей душе развиваться. Эдгар Кейси довольно много говорил об Атлантиде. Всего в его пророчествах можно найти порядка 700 упоминаний на эту тему. Все я их приводить не буду, однако выделю основные. Откуда у Кейси такая информация про Атлантиду? Кейси утверждал, что хорошо знаком с Атлантидой по предыдущей инкарнации. Появится ли Атлантида снова? Кейси утверждал, что появится, и по его предсказанию она должна была восстать со дна океана в 1968 году, рядом с восточным побережьем США. Однако этого не произошло. Какого размера была предыдущая Атлантида? Кейси отвечал на этот вопрос, что изначально она была довольно крупным материком, размером с современную Евразию, но на протяжении тысяч лет ее строение менялось. Всего было 3 периода деления. Последний произошел около 15 тысяч лет до нашей эры. В результате некоего катаклизма Атлантида поделилась на 3 отдельных острова – Арий, Посейда и остров Ог. Населяли Атлантиду атланты. Уровень развития их цивилизации на пике даже несколько превосходил земной, хотя и отличался коренным образом. Например, атланты отлично разбирались в квантовых технологиях, но большинство их механизмов работали на сжатом воздухе и паре. Были у них аналоги наших компьютеров, лазеров и тому подобное. Однако большой упор все-таки делался на некие ментальные науки – телепатию, телекинез, взаимодействие с иными измерениями. На вопрос, почему погибла Атлантида, Кейси отвечал, что катастрофа произошла в результате противостояния 2 группировок.
Первая группировка – это дети закона, и вторая – сыны Белиала. Первая ратовала за гармоничный путь развития на основе естественных законов природы. Вторая группировка была за активное развитие, добычу ресурсов для получения материальных плодов. На вопрос, все ли атланты погибли, Кейси отвечал «да», хотя некоторые смогли спастись в Древнем Египте. После себя атланты оставили 2 архива с записями. Один из них находится под левой лапой сфинкса. Также Кейси утверждал, что некоторые атланты реинкарнировали в людей, которых он лечил. И он этим людям рассказывал об их предыдущих жизнях в Атлантиде. Интересно, что исследователи с канала Discovery решили проверить теорию Эдгара Кейси и подтвердили, что под левой лапой сфинкса действительно есть какая-то комната, но официальные лица не разрешили проводить им никакие раскопки. Кейси о затоплении Земли. Согласно одному из предсказаний спящего пророка, планету ожидает серьезный природный катаклизм, в результате которого изменится уровень Мирового океана. Часть Земли уйдет под воду, а часть, наоборот, появится. Что приведет к таким изменениям, не совсем понятно. Точных переводов на эту тему найти не удалось. На основании нескольких подобных пророчеств последователи спящего пророка сделали карту Земли после потопа. Что же говорил сам Кейси? Районы с холодным климатом станут более теплыми. Там будут расти мох и папоротник. Восточное побережье США до самого Нью-Йорка уйдут под воду. Однако одно поколение еще будет жить там. Лос-Анджелес и Сан-Франциско будут разрушены даже раньше Нью-Йорка. Джорджия и Каролина тоже полностью исчезнут, а Великие озера объединятся с Мексиканским заливом. Проснутся все гавайские вулканы, и цунами снесет Калифорнийское побережье. Появятся новые острова в Карибском море. В Южной Америке будут многочисленные землетрясения. Итак, по предсказаниям Кейси, появятся 2 Атлантиды. Одна возле Европы, вторая возле Северной Америки. Гренландия значительно увеличится в размерах. Появится новый материк – Лемурия возле Австралии. Западная Европа практически полностью уйдет под воду. Россию затопит до Уральского хребта. Африка, Южная и Северная Америка значительно изменят свои очертания. Теперь немного расскажу о хрониках Акаши. Итак, что такое хроники Акаши Эдгара Кейси? По-другому хроники называют «Книга жизни», и это своего рода хранилище всей информации о каждом человеке, когда-либо жившем на Земле. В хрониках записано все – чувства, поступки и мысли как из прошлых, так и из будущих жизней. И главное, что хроники Акаши доступны каждому, кто захочет их изучить. Тут, скорее всего, Кейси имел в виду, что каждый человек путем гипноза или самогипноза может узнать все о своих прошлых и будущих жизнях. В заключение можно сказать, что пророчества Эдгара Кейси не одно десятилетие приковывают к себе внимание людей со всего мира. История показала, что им было сделано немало верных предсказаний, в которые мало кто верил. И пусть есть те, кто предпочитает относиться скептически к предсказаниям спящего пророка, безусловно, их не стоит оставлять без внимания. Хотелось бы увидеть в комментариях ваше мнение. Как вы думаете, кем на самом деле был Эдгар Кейси? И стоит ли все-таки прислушиваться к его пророчествам?